Привет, друзья! Сегодня в Европе и Германии сразу несколько событий, которые невозможно игнорировать. В небе на севере Германии все чаще замечают загадочные дроны, и власти не спешат раскрывать подробности. В Соединенных Штатах Америки началась приостановка работы федеральных органов, которая уже бьет по экономике. Канцлер Фридрих Мерц настаивает на жестких реформах и даже ставит под вопрос будущее автотранспорта в Европе. А тем временем в Германии растет инфляция, и многие семьи уже острее ощущают это на себе. И это еще не все. Политики обсуждают снижение возраста для голосования до 16 лет. Все эти новые события я подробно разберу прямо сейчас. Оставайтесь до конца, подписывайтесь на канал и не пропустите самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, в последние дни в северных регионах Германии, включая Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Переднюю Померанию, зафиксировано увеличение случаев наблюдения за беспилотными летальными аппаратами. По информации издания «Шпигель», власти подозревают, что эти дроны целенаправленно обследуют объекты критической инфраструктуры. В частности, в четверг вечером в Шлезвиг-Гольштейне были замечены две небольшие дроновые группы, пролетавшие именно над территорией завода морской промышленности. Позднее над университетской клиникой в Киле был зафиксирован так называемый дроновый конгломерат с материнским дроном. Кроме того, наблюдение за дронами имело место над Лантаговым зданием в Киле и вдоль значительной части Северного Восточного канала. По данным полиции, дроновые такие формации летали параллельными маршрутами, что указывает на возможное проведение замеров объектов на Земле. Также сообщается о подозрительных дроновых полетах в Мекленбурге Передней Померании, в четверг над военной базой в Саннице и на следующий день над морским командованием в Ростоке. Министр внутренних дел Германии Александр Домбринт отметил, что эти инциденты подчеркивают возросшую угрозу безопасности страны. В связи с этим он анонсировал создание нового центра по борьбе с дронами, в рамках которого планируется предоставить вооруженным силам внимание, право на активное вмешательство в случае угрозы. Власти продолжают расследование этих инцидентов, однако пока не предоставили официальной информации о возможных виновных или целях данных наблюдений. Тем временем в Соединенных Штатах Америки произошло то, что трудно было представить. В США с 1 октября 2025 года сегодня вступил в силу частный шатдаун, приостановка работы федеральных органов власти. Это произошло из-за неудачи в переговорах между демократами и республиканцами по бюджету на новый финансовый год. В условиях шатдауна прекращается финансирование большинства федеральных учреждений, сотни тысяч госслужащих отправляются в вынужденный отпуск без оплаты, хотя обещано, что зарплата будет выплачена позже. Некоторые службы, такие как НАСА, служба экстренной помощи и пограничный контроль, продолжают работать без оплаты. Однако многие другие ведомства, включая службы по сбору мусора в национальных парках, приостанавливают свою деятельность. Президент Дональд Трамп предупредил демократов, что шатдаун может вызвать серьезные последствия, включая масштабное сокращение и сворачивание некоторых программ, востребованных среди населения. В ответ демократы обвинили республиканцев в эскалации конфликта и отказе от компромисса. Для выхода из кризиса необходимо согласие обеих палат Конгресса, однако, по словам вице-президента Джи Венса, демократы не делают того, что нужно, что делает достижение соглашения маловероятным. Шатдаун уже влияет на экономику, задерживаются важные экономические отчеты, а туристы сталкиваются с отменами рейсов и закрытием национальных парков. Экономисты предупреждают, что длительный шатдаун может повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На данный момент не ясно, как долго продлится приостановка работы правительства и когда стороны смогут прийти к компромиссу. И здесь ситуация выходит на новый уровень. Осенний этап реформ в Германии начинает складываться не как второе экономическое чудо, а как рост кризисных настроений. Так оценивает ситуацию канцлер Фридрих Мерц и его правительство. В стране преобладает не ожидание перемен, а именно тревога перед ними. Мерц выступает с безальтернативной позицией, мол, сейчас или никогда. Решительные реформы должны быть реализованы, чтобы преодолеть стагнацию и восстановить динамику роста. Однако многим эти планы кажутся слишком амбициозными, особенно в условиях мировой экономической нестабильности, высокой инфляции и роста долгового бремени.
Экономисты предупреждают, что реформам мешает целый ряд факторов. Слабый инвестиционный климат, отток квалифицированных рабочих, изношенная инфраструктура. Многие предприятия ощущают давление, особенно в промышленных регионах. Об этом говорит увеличение числа заявлений о финансовых трудностях среди компаний малого и среднего бизнеса. Внутри коалиции уже раздаются голоса сомнений, что если обещанные меры займут годы, а положительный эффект окажется незначительным. Оппозиционные партии указывают на риск того, что реформы приведут к социальной напряженности, ведь население может ощутить на себе дополнительную нагрузку, пока положительные изменения еще не проявятся. Тем временем правительство намерено действовать жестко. Пенсионная реформа, упрощение бюрократии, налоговые изменения, цифровизация – ключевые пункты этого плана Мерца. Он призывает лидеров земель и муниципалитетов к солидарности, чтобы избежать раздробленного подхода. И все же, перед немецкой экономикой стоит важный выбор – попытаться вернуть рост и уверенность или столкнуться с продолжением затяжного кризиса. И это только начало. В Германии инфляция вновь дает о себе знать. В сентябре, напомню, ее уровень достиг 2,4%, что стало максимальным значением с декабря прошлого года. Причем рост цен ощущается особенно остро при повседневных покупках. Например, продукты питания подорожали в среднем на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Также значительно подорожали услуги, такие как поездки, гостиницы и рестораны. С августа по сентябрь цены выросли еще на плюс 0,2%. Это еще один сигнал, что инфляционный тренд усиливается. Для граждан это означает, что покупательная способность их доходов наоборот снижается. За ту же сумму денег теперь можно купить меньше товаров. Особенно тяжело ощущают это семьи с низким доходом и пенсионеры. Впрочем, экономисты продолжают прогнозировать умеренную инфляцию в среднем за год около 2,1%. Среди факторов, которые усугубляют этот рост цен, это подорожание сырья, повышение издержек на производство и логистику, рост заработных плат. Поставщики вынуждены включать эти увеличения именно в конечную цену. В то же время цены на энергию в сентябре оказались ниже, чем годом ранее. Это смягчило общий уровень инфляции в стране. Таким образом, инфляция вновь вышла на первый план как экономический вызов. Рост цен уже стал ощутимым для широкой публики, и власти должны принимать меры, чтобы удержать ее под контролем. А теперь внимание, дальше еще острее. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за отмену или хотя бы пересмотр запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, который планируется ввести в Европейском Союзе с 2035 года. Несмотря на возражение своего коалиционного партнера по партии, Социал-демократическая партия Германии СДПГ, Мерц заявил, цитата: «Я агитирую перед Европейской комиссией за то, чтобы мы этот запрет отменили». Он считает, что и автопроизводители, и поставщики должны иметь свободу выбора технологического пути к СО2 нейтральности, а не быть жестко ограниченными директивами. Мерц также подчеркнул, что сегодня на дорогах Германии эксплуатируется порядка, внимания, 40 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а в Европе около 250 миллионов таких машин. По его мнению, нынешний автопарк требует, чтобы синтетические виды топлива, то есть Е-топлива, были разрешены как вариант для поддержания подвижности существующих машин. Канцлер настаивает на том, что Европейская комиссия должна принять решение уже в этом году, а не откладывать его до 2026 года, как изначально планировалось. При этом он признает, в его собственной коалиции еще не все согласны с таким курсом. СДПГ критикует Мерца за такой подход. Партийные представители предупреждают, что отмена запрета создает неопределенность для всей индустрии и может подорвать доверие к устойчивой трансформации сектора транспорта. Таким образом, Германия может оказаться в центре серьезной дискуссии на европейском уровне, либо сохранить курс на запрет двигателей внутреннего сгорания, либо позволить гибкости и для производителей использовать альтернативное топливо. Следующая тема заставила многих задуматься. В земле Северный Рейн-Вестфалия парламентская фракция ХДС, Социал-демократическая партия Германии СДПК, Зеленых и Свободно-демократическая партия СВДП предложили снизить возраст, внимания, избирателей. С 2027 года право голоса на выборах в Ландтаг хотят предоставить молодым людям уже с 16 лет. Сейчас 16- и 17-летние уже участвуют в выборах в Европарламент и в муниципальных выборах, но до сих пор не имеют права голоса на выборах Ландтага. По словам парламентских лидеров, молодые люди уже активно включаются в общественную жизнь, и это нововведение укрепит их гражданскую вовлеченность.
Для того, чтобы поправка вступила в силу, необходимо внести изменения в Конституцию самой земли в Северной Рейн-Вестфалии. Это потребует поддержки, напомню, 2/3 депутатов Ландтага. Решение вызвало уже дискуссию. Одни полагают, что молодые избиратели смогут внести свежий взгляд в политику, другие опасаются, что в таком раннем возрасте еще нет нужного жизненного опыта. В любом случае, если инициатива будет принята, это станет заметным шагом в направлении расширения избирательных прав. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.